Словосочетание «китайский автопром» у многих вызывает ухмылку, наполненную скепсисом и пренебрежительным отношением к детищу того самого автопрома. Однако мало кто знает, что и в этом направлении Китай движется семимильными шагами, ровно как и в области электроники. Среди широкого разнообразия китайских автомобилей уже сейчас есть экземпляры, достойные упоминания мировыми автоэкспертами. В этом видео я покажу вам модели, которые пошли вразрез традиционному китайскому автопрому, основанному на копировании чужой продукции, работы производителей, которые ставят для себя по-настоящему высокие цели и уже прокладывают путь к мировой автославе. NIO EP9. Посмотрите на него. Готов поспорить, что мало у кого этот шедевр вызывает ассоциации с китайским автопромом. А ведь это самый настоящий китайский автомобиль. И, конечно же, китайцы не могут обойтись без самых передовых технологий. EP9 является полностью электрическим автомобилем. Компания NIO с 2014 года участвует в гоночной серии Формула E. Для тех, кто не в курсе, это класс автогонок на электрических автомобилях. NIO, как никто другой, знает толк в построении электромобилей. 635 килограмм из всей массы автомобиля составляет только 2 литий-ионные батареи, размещенные в боковых секциях, в то время как в электромобилях от других производителей батареи находятся под полом. Каждое колесо EP9 приводится в движение своим собственным мотором. В сумме вся силовая установка этого монстра выдает аж 1360 лошадиных сил. Крутящий момент 1480 ньютон-метров. До сотни электрический китаец разгоняется за 2,7 секунды. Отметку в 200 км в час проходит за 7,1 секунды, а 300 км в час можно увидеть на табло всего через 15,9 секунды после старта. Уф, я вспотел, когда представил эти цифры в деле. Максимальная скорость 313 км в час. Такое ограничение обусловлено ограниченными возможностями электрических силовых установок. NIO EP9 является быстрейшим электрокаром на Нюрбургринге. Автомобиль обладает отличнейшей аэродинамикой. На скорости 230 км в час прижимная сила, действующая на электрокар, составляет 2,5 тонны. Ну и разумеется, вы, наверное, задаетесь вопросом, какой запас хода у китайского героя. Меня тоже это интересует, но ответ вы узнаете в конце этого видео. А пока можете написать свои предположения в комментарии. Посмотрим, чей ответ будет максимально близким к действительности. А это второе детище марки NIO – кроссовер ES8. Как вы уже догадались, он тоже полностью электрический. Какой красавец! Помимо роскошного внешнего вида, салон ES8 трехрядный, семиместный, прям как у самых крупных представителей семейства кроссоверов. Колесная база 3010 мм, длина 5022 мм. Солидненько. Автомобиль приводит в движение 2 электромотора, по одному на каждую ось. Совокупно силовая установка выдает 653 лошадиных силы и 840 ньютон-метров. На одном заряде аккумулятора, емкостью 70 киловатт-часов, кроссовер может проехать более 350 километров. До 100 км в час разгон занимает 4,4 секунды. Помимо люксового интерьера, в салоне авто бросается в глаза огромный монитор, который напоминает... Ну, вы уже догадались. Конечно, Tesla Model X. Стоимость китайского электрокара вдвое меньше представителя от Tesla. Осторожно, Илон Маск. Китайцы-то уже на пятки наступают. А это творение немецкого дизайнера Вольфгана Эггера, бывшего сотрудника Audi. То есть вы понимаете, какой масштаб. Вольфган наделил китайский кроссовер Byte Tank безумно привлекательными парящими задними стойками. Tank – гибридный кроссовер, который наделен 3 моторами. 2-литровый турбированный 4-цилиндровый бензиновый ДВС мощностью 205 лошадиных сил и 2 электромотора, каждый по 150 лошадиных сил. В сумме получается 505 лошадиных сил. Это по-настоящему достойное творение компании Byte. Хочу заметить, что до сотрудничества с бывшим дизайнером Audi предшественники этого кроссовера очень сильно напоминали Lexus RX. Ну, молодцы, исправились. Lynk Co. 03. Седан, который спроектирован дизайнером Питером Хорбери. Кстати, Lynk Co. это концерн, созданный небезызвестным Джили и зарегистрирован в Швеции. Однако мы понимаем, откуда растут эти китайские ноги. Модель разработана инженерами Volvo. 3-литровый двигатель спроектирован совместными усилиями Volvo и Джили. Внешне он меня заинтересовал. С удовольствием порулил бы по нашим суровым дорогам. А это модель 01 от Lynk Co. Как у них все просто с названиями моделей. 01, 03. 01 это, как вы уже догадались, первый серийный автомобиль концерна. За основу взяли модульную платформу от Volvo XC90. Это первый шаг китайцев выйти на мировой авторынок с отличным
имиджевым автомобилем. Собирается машинка полностью в Китае. Теперь ответ по запасу хода. На одном заряде NIO EV9 может проехать аж 427 километров. При этом зарядка занимает всего 45 минут. А вот вам аксиома. Если вы досмотрели видео до конца, то на мой канал нужно подписаться. Еще посмотрите мои свежие видео, кликнув на любую из аннотаций. До скорого!